Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей, и я не лысый таксист. И я вещаю не с мобильного офиса, видите, я на даче. Серия роликов будет снята на даче. Мы приехали собрать немножко урожай. В одном из роликов я показал вам даже помидорки, чесночок. Вот, ребятки, ну и что? Справа от себя вы видите два QR-кода. Это мой музыкальный влоговый канал. Добро пожаловать. Может, что-нибудь интересное найдете. Также есть ролики о даче. QR-код, который вы видите сейчас, это телеграм-канал, который был создан специально для этого канала, чтобы мы могли поделиться мыслями, ссылкой, где-то вы стали свидетелем, или прислать ролик. На ваш ролик снимем мы ролик и покажем всему миру. Если вы себя считаете адекватным, добро пожаловать. Ну и теперь поговорим мы не о гостях, а директ о стране, о той стране, о Киево-Печерской лавре. Я набрал очень много роликов, очень много роликов, и я не буду их все выставлять, так как тут не хватит 3. Ролик немножко затянется, я попрошу вас досмотреть это до конца, это правда очень интересно. В конце я поставлю вообще интересные ролики, маленькие, но довольно интересные. Вы все слышали, да, что произошло? Обвинили в этом Россию, но не получилось у них. А что я вам рассказываю? Давайте я вам поставлю первый ролик, послушаем одного блогера, что он нам рассказывает. Да, для тех, кто не знал, мой контент базируется на том, что я сам ничего не снимаю, я ищу различные высказывания, различные ролики на соцплатформах, сетях и делаю нарезочку с разбором. Вы же комментируйте. Слушаем. Вся эта история с ударом по лавре очень плохо пахнет. Итак, вы знаете, что Киев подвергся очередному массированному обстрелу, и, кроме всего прочего, пожар случился в Успенском соборе Киевско-Печерской лавры. Украина сразу же обвинила Россию в прямом ударе беспилотником. Российская Минобороны сказала, что в лавру прилетела ракета ПВО. Но я надеюсь, мои зрители достаточно умны, чтобы на 5-м году войны знать, как выглядит и то, и другое. Вот это выглядит как последствие падения обломков уже сбитого беспилотника, ну или как поджог. И надо же, как удачно. Все это происходит накануне саммита G7, куда Зеленский полетел разговаривать с Трампом и клянчить больше денег и больше оружия. Сам Зеленский отыграл очень оперативно. Вот он с другими топ-чиновниками, включая премьер-министра Свириденко, который почему-то очень смешно. Заметьте, на заднем плане, вот видите фотографии, почему-то у пожарников, да, сразу же появились камеры. И довольно профессиональные камеры, фотоаппараты, да? Откуда? Неужели все пожарники ходят с профессиональными фотоаппаратами? Ну, смотрим дальше. Тут он сам полез зачем-то на крышу, оценить повреждения. Владимиру Александровичу приходится отыгрывать грустное лицо, но просто поверьте, в душе у него настоящий праздник. Ведь горящий храм посреди Киева перед поездкой на G7 для него это настоящий подарок. Европейские лидеры тоже отреагировали очень оперативно. Урсула фон дер Ляйен, Макрон и другие петрушки сразу же возбудились, что пострадал памятник ЮНЕСКО. Какое же долбанное лицемерие. Во-первых, это далеко не первый храм, который пострадал во время этого конфликта. Во-вторых, этим же европейским лидерам было абсолютно все равно, когда Зеленский преследовал православную церковь, когда преследовали монахов, когда избивали верующих, когда захватывали храмы, когда оскверняли святыни. Всего этого европейские лидеры не замечали. Ну а сам Зеленский это просто нечто. Человек, который, как я сказал, преследовал и продолжает преследовать православную веру. Человек, правой рукой которого долгое время был откровенный сатанист, сейчас строит из себя защитника православной святыни. Ну и, конечно, вишенка на торте это сообщение о том, что из лавры заранее были вывезены все ценные вещи и реликвии. Так что вот вам крупные и достаточно интересные кусочки пазла, и я абсолютно уверен, что вы, мои дорогие зрители, достаточно умны, чтобы сложить из этого единую картину. Ну и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Да, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, только не на него, а на мой каналчик. Добро пожаловать. Я думаю, вы также очень умны, чтобы этот пазл сложить вместе. Что и как. Ну вот давайте послушаем еще. Теперь мы послушаем одну женщину, что она думает об этом. Похоже, что Гитлеру и Зеленскому выдали один сценарий. Этот сценарий называется «Поджог Рейхстага». В новом исполнении русские ударили по лавре. Дело в том, съемка работы ПВО и результата попадания российских ракет и дронов на Украине запрещена. Но на крышах соседних с Киевско-Печерской лаврой домов случайно оказались фотографы-профессионалы.
Я в конце вставлю вам еще фотографии более обзорные. Удивительно, но накануне сбора глав стран Запада на Украине всегда происходит нечто резонансное, что может помочь дать Зеленскому еще больше оружия и денег. Можно ли угадать место российских ударов? Нет. Можно ли быть уверенным, что Лавра загорится от попадания российского дрона или ракеты? Нет. Россия туда и не стреляет. Можно ли быть уверенным, что Лавра загорится от падения украинской ракеты ПВО? Нет. Из всего вышесказанного напрашивается только один вывод. Перед нами хорошо подготовленная провокация. Киевский режим осуществил поджог Лавры на фоне работы своей ПВО. Ровно так же для получения политических дивидендов Гитлер поджег здание Рейхстага в 1933 году. Ребятки, как вам такая информация? Вот я вам поставлю фотографию, посмотрите, какая фотография, да? Видите, подготовка, работа, результат. Только не надо мне говорить, что это, да, старая, устарелая информация. Да, старая информация. Я не новостной канал, не веду новостной канал, и я за этим не гонюсь. Так как новостной канал — это очень много работы. Это очень большая работа ни одного человека — искать, монтировать и каждый день выпускать новости. Я же ищу совсем другое. Ну, вы знаете, о чем идет речь. Ну, а теперь давайте еще послушаем. Да, я говорил, будет длинный ролик. Сейчас я вам включу еще один ролик. Послушайте еще одного блогера. Как я и говорил в предыдущем видео, Зеленский весь день пиарился на Лавре. Я напомню, что по Киево-Печерской Лавре прилетел беспилотник. Официальная версия режима Зеленского – это российский беспилотник. Мое мнение, что этот беспилотник к России отношения не имеет. Это даже не работа ПВО ВСУ, это работа, скорее всего, СБУ. Там как раз такие провокаторы работают. То есть беспилотник был запущен с территории Киева по Киево-Печерской Лавре под российским флагом, под прикрытием российских ударов. Ну, это уже никто не сомневается, что так и было. У него ролик слишком длинный, до конца я не буду его слушать. В принципе, все говорят об одном и том же. Ну и поговорим немножко о Лавре. Я покажу вам пару роликов, во что вот они горланят, они орут, как это так. Там, знаете, столько было комментариев под этими различными роликами. А я вам покажу, во что они превратили этот собор, во что они превратили и за что они говорят. Посмотрите, пожалуйста. Как вам такое, а? Скажите, пожалуйста. Это в соборе такое делают люди? Нормальный или нет? Напишите обязательно. И вот еще один ролик я поставлю вам. Коротенький, посмотрите, пожалуйста. Музыку я вставил, конечно, другую, из-за авторских прав. Вот. И вот эти люди говорят о Боге. Не, в принципе, Бог любит всех, да. И Он примет всех. Но, когда вот такое вытворять в соборах, в церквях, и потом что-то еще горланить, делаем выводы, ребят. Делаем выводы. Пишем в комментариях ваше мнение, насколько вы верите той или другой стороне. Мне будет очень интересно почитать. Напишите, пожалуйста, если будете писать комментарии, будьте немножко адекватнее, конструктивнее, чтобы YouTube не фильтровал ваши комментарии. В ту помойку, что он фильтрует, я уже просто не лазю, да. Я раньше как-то посматривал даже, сейчас все уже, я даже не смотрю туда. Спасибо, что вы досмотрели ролик до конца. Не забываем подписаться на этот каналчик. Всем добра, удачи!